Говорят, что это немецкая часть. Ровненькая и красивая. Вполне возможно, что это наоборот. Наша часть. Хотя скорее, да, немецкая. Только что пересекли границу Литвы и Российской Федерации. Сейчас в городе Советск. И тут внезапно день города. Был. Ну, все отдыхают, вот прям на границе крики. Граница смешная была вообще. Там смотрите, клево, если бы дождь, я бы вышла. Ну, это потому что мы домой приехали. Сразу все так по-родному, по-простому, все так. Ехали в Калининградскую область. Под Калининградом товарищи нас приютили в домике. Вот, следующая наша точка назначения — город Балтийск. Поедем туда на машине, переправимся на пароме. Может, удастся поплавать. Да, может удастся поплавать, может удастся взять велосипед. Мы зимой уже на Балтике тут купались. Вот еще один такой же. У нас на Новый год можно запросто искупаться, без проблем. Ну блин, я просто помню это ощущение, это так холодно было. Я пел. Как водичка? Водичка какая холодная. Балтика. Калининград. 15 декабря 2015 года. Второй заход. Все скукоживается. Так, была вывеска 12 километров до Балтийска. Мы едем на Балтийскую косу. Балтийск. Вот оно. Вот оно понеслась. Мы в Балтийске. После того, как мы переночевали у наших друзей в Калининграде, мы отправились в город Балтийск. Это самая западная географическая точка России. А еще здесь есть большой порт и военно-морская база. Но нашей основной целью был не сам Балтийск, а аэродром Нойтев, который находится недалеко от города. Чтобы туда попасть, пришлось оставить машину и сесть на паром, который доставил нас на Балтийскую косу. Там мы взяли на прокат велосипеды и поехали смотреть заброшенный аэродром. $100 такой, 160 такой. Берем подешевле. Ангар. Немецкие мессершмитты тут стояли. И штуки. Люфтваффе базировалась. Охрененно. Слушайте, ну такие заброшечки мне прям нравятся. Просто мы прям в истории с вами. Я думаю, тут можно попробовать. Аккуратно, плиз. Дальше паром не уедет. Это да.
Там второй этаж, и тут прикольно. Велики видны. Саш, Скайрим. На немецком аэродроме находимся. Как называется, Саш? Аэродром? Да. Пилау. Безумно красиво. О, прям к нам лебедь подплывает. Хочет кушать. У меня есть хлебушек. Запасливые такие, молодец. Лебедя покорми. Ага, будет, конечно. Ты страшный, смотри. Меня ближе всплываешь? Ты такой прямый. Кормим лебедяшек. Так, А. Подплывешь ты сюда? Или боишься? Боишься. Смотри, он шипит, офигеть. На другого или тебя? Не знаю, что я другим кидаю. Виделся? Лебедь-шипун, что ли? Кормление лебедей на аэродроме. Погнали! Guten Abend. Сейчас мы находимся на пути к взлетно-посадочной полосе. Ехать до туда осталось немножко. Посмотрим, с чего взлетали немецкие самолеты. И советские, я думаю, пользовались. Советские тоже позже этим взлетали аэродромом. тоже. Мгм. Великолепное место, очень красиво. Самое то, чтобы вот ехать на велосипеде и курить сигареты. Я по-другому чуть себе представлял косу, но она дальше будет сужаться. Это в начале ее длина такая километр, да, говорится. Дальше все уже и уже будет, то есть можно будет видеть обе части моря, с этой, с той стороны. Пока там лес только видно. Здравствуйте. Здравствуйте, у вас еще целый час. Здесь расписание паромов. Надо успевать. Вот и ВПП. Это, видать, советская часть, да? А ты как понял? Ну, при большом желании можно и Боинг экстренно сюда посадить. Забрали. Доехали до конца полосы и нашли бункер. Скорее всего немецкий, потому что здесь же все немецкое. Значит и бункер немецкий. Ну, естественно, что это не... В смысле нет, вот оно есть, направо. Вообще немцы. Лежат. Там пиздец. Там бункер. Саш, ты уверен? Саш, ты ебанулся? Медведь там живет. Там лабиринты, ребята. Там лабиринты. Не пойдем туда, стрёмно. Трусишки. Берег Балтийского моря.
Эхо войны. А? Нет, у тебя кое-что есть. Ничего себе. Прикол. Балтика, да? Угу. Чтоб тебя не сглазили. У кого-то потерялся, у кого-то нашелся? Приходит, кто-то теряет. Нормально или побольше? Янтарный браслетик. Да, не нормально. Первый пляж работает. Сейчас мне надо раздеться до гола. И прыгнуть прямо, рыбки. Что-то А вон Сашка всё уже купается. стоит. Да не, он уже скупался. Ты пропустил. Тебе холодно, но ты все равно, да? Прям вот пользуешься прям. Холодно или тепло? Тепло. Говорю, соленое. Даже прям плывешь и копченый. А мы свои там кинули велик недалеко. Лень было тащить. У нас есть задача до того, как сядет солнце, в крепость попасть. А, поехали? Давайте, давайте, бегом. Бегом, бегом, бегом. По песку. Мне еще велосипед. Спринт. Дим, Дим. Доволен? Да, Да? доволен. Я очень доволен. Вот такое путешествие прям вот прикольно, да? С великом. С автомобиля на велик. На паром. С парома на велик. Мне кажется, мне все это за то, что я в армии не служил. Ну ты был бы мощным только после армии, а через год такой же был, как до. Могила неизвестного солдата. Ноги ватные. Морем. Прилично так путешествовать туда-сюда. Умная такая, раз, можно. Сама переправилась, да? И мы снова на границе, сейчас российско-польской. Тут очередь, в общем-то, вот только подъехали. Перед нами 3 машины. За нами одна машина, Саша. Дима новый кофе. Дима, новый кофе? Да, купили только что кофе на заправке. В общем, машин мало, надеюсь, что проедем быстро. Игорь нам посоветовал проехать через Мамоново 2, вот мы через него поехали. Но на самом деле, мне кажется, это все будет, по крайней мере, быстрее, чем было до этого. Будем надеяться. Сейчас какой-нибудь документ они еще выдумают, которого у нас нет. Сейчас будем звонить в Москву.
Но они пока сидят, придумывают. Пока вы все стоят, ждут, они придумывают. У них нет, у них есть список всегда на такой случай. какой-нибудь документ. Дополнительные документы, которых ни у кого никогда нету. Свидетельство о... У меня даже о браке есть копия в рюкзаке. На всякий А у случай. свидетельства о браке есть? А? Справка о рождении. Справка о рождении. О, вот, да, это По да. форме 20. А разрешение родителей на выезд? Справка о том, что вы не рожали, есть? И у Сашки, что он не женат. Нет, у меня усы. Сы и хвост, мои документы. Свои хвосташкины документы. Это просто зеленая полоска, там что-то написано. Не, просто там мой этот. хвост. Да? Нет? Ультрафиолетом он светит, там написано. А,